Намасте, всем привет! Сегодня мы с вами разбираем асану, которая называется собака мордой вниз, либо Адха Мукха Шванасана, кому как больше нравится. Я хочу этим видео начать рубрику на своем канале, которая будет посвящена как раз-таки более детальному разбору асан. Я буду показывать варианты, как можно упростить позу, как можно ее усложнить. И мы будем подробнее разбирать технику выполнения асаны, чтобы она была для вас максимально безопасной и максимально эффективна. Итак, начнем из положения со стола, ладони под плечами, колени под бедрами. И запомните, это ваш замер, то есть из этого положения мы стараемся ни руками, ни коленками, ни стопами никуда больше не отшагивать. Отсюда откручиваем копчик, прогибаемся. И начинаем руками, ладонями толкаться от пола. И здесь очень важно, мы не давим на запястье, то есть вот этого не происходит. Что ладошки как-то сами по себе, и вся основная нагрузка идет на запястье. Мы стараемся этого избежать. И поэтому с самого начала, с момента, когда мы отстроили позу стола, мы уже вот вплоть до подушечек пальцев толкаем от себя коврик. Откручиваем копчик и потихонечку отрываем колени. Отсюда мы тазом, хвостом своим стремимся назад и наверх. Обратите внимание, колени не спешим выпрямлять. То есть, если мы сразу начнем выпрямлять колени, не отстроив позвоночник, у нас получится что-то вот такое. Что здесь работает? Непонятно, для чего мы это делаем, непонятно. Руки устают, ноги не работают, спина вообще сама по себе. Поэтому, чтобы этого избежать, сначала колени оставляем согнутыми. Пяточки пусть будут оторваны от пола, неважно. Сначала разбираемся с руками. Проверили, что подушечками пальцев, полностью ладонями мы толкнули себя от коврика. И плечи направляем вниз, протягиваем плечи. Мы хотим, чтобы от запястья до правой косточки таза, например, у нас была одна линия. То есть плечи вперед не выталкиваем. Колени по-прежнему согнуты в этом положении, просто постарались максимально протянуть позвоночник, выстроить вот эту одну линию. Шея в этом положении обязательно расслаблена, покачайте головой, да-да, нет-нет, в разные стороны. Обращаем внимание пока только на руки. Здесь еще вдох. Выдох. Вернитесь в положение стола, направьте таз на пяточки, расслабьте руки. Восстанавливающий вдох. И выдох. Хорошо. Сейчас повторим еще раз. Выходим в положение стола. Отсюда готовимся снова выходить в собаку мордой вниз. Снова вспоминаем про ладони, про копчик. Откручиваем копчик. Тянемся тазом назад и наверх. Отстроились. Расслабили шею, протянули плечи и позвоночник. Расслабьте мышцы живота, насколько это возможно. Пока просто отпускаем живот. Продолжаем копчиком тянуться назад. Если вы в этом положении, в принципе, чувствуете себя комфортно, ощущаете, что можете чуть-чуть усложнить, можете добавить работу в ногах. В таком случае мы пяточки сначала направляем в пол, не выпрямляем колени, колени пока согнуты. Мы именно пятки стараемся дотянуть до пола, то есть мы хотим протянуть голеностоп. Руками продолжаем толкать от себя коврик, шея расслаблена. Здесь еще вдох. Выдох. Хорошо. Отдыхаем. Колени в пол. Таз на пяточки. Расслабились. Вдох. И выдох. И выдох. Хорошо. И еще один повтор. Последний. Отсюда отстраиваемся, ладони под плечами, колени под бедрами, посмотрели вперед, открутили копчик, потихонечку толкаясь руками, отрываем колени. Копчиком, хвостом тянемся назад и наверх. Расслабляем шею, тянем пяточки в пол. Если пятки у вас стоят, либо почти стоят,
Позвоночник тянется, руки сильные, то есть нагрузки на запястье вы не ощущаете. В таком случае пробуем выпрямить ноги в коленях. Лопатки в этот момент мы еще больше сводим вместе, да, лопаточки нас навстречу друг другу направляем. Лбом, макушкой тянемся к полу, пятками тянемся в пол, хвостом тянемся назад и наверх. В этом положении еще вдох, выдох, вдох. На выдохе вернулись в положение стола. Обратите внимание, что когда вы возвращаетесь из собаки мордой вниз, вы оказываетесь четко в положении стола, то есть ладони также под плечами, колени под бедрами. Туда и обратно, ничего не меняется. Это ваш замер. Это ваша проверка ваших замеров. То есть, если вы выходите в собаку мордой вниз, начинаете шагать руками, да, с ногами, вот это вот происходит, это уже, мягко скажем, не собака мордой вниз. Это бесполезно. Это движение, которого мы не хотим. Поэтому замер из положения стола запоминаем. И всегда, когда вы не уверены в правильности отстройки, в правильности замера, или, например, вы из планки откатились в собаку мордой вниз, и вы не уверены, правильные ли у вас замеры, также возвращаетесь в позу стола и выравниваете себя. Для начинающих, для тех, кто только начинает свой путь в йоге, свой путь работы с асанами, для вас я очень рекомендую возвращаться к этому замеру и периодически проверять себя, проверять, правильно ли вы выходите в позу, потому что нам очень важно сохранять в собаке мордой вниз вот это расстояние от корпуса до стоп, примерно длина вашей спины. Вот. Итак, мы сегодня разобрали с вами такую позу, как собака мордой вниз или Адха Мукха Шванасана. Помните, что самое важное в вашей практике – это безопасность, это ваше здоровье. По сути, не важно, насколько у нас будут прямые колени, насколько мы там лбом дотянемся до пола, либо не дотянемся. Это вообще не имеет значения. Имеет значение то, насколько вы вообще понимаете, что вы делаете. Вот, поэтому я хочу сделать небольшой такой цикл видео, посвященных технике, отстройкам, усложнениям, упрощениям, для того, чтобы ваша практика в первую очередь была про ваше здоровье, и чтобы вы могли контролировать свою практику, да, чтобы вы могли определять, ага, вот здесь мне не подходит, вот здесь я колени подсогну, потому что я тогда лучше прочувствую свою спину. Либо наоборот, у меня запястья перенапрягаются, я колени подсогну, чтобы снизить нагрузку запястья. То есть основная цель моих видео, вот этой рубрики, она будет как раз таки в этом. Вот. За просмотр. Намасте. Всем пока.